Всем привет! Я нисколько не скривлю душой, если скажу, что болельщики для StarLadder это все. Мы, собственно, конечно, получаем удовольствие. Нас бесконечно прет от нашей работы, от стримов, от лан-финалов, от общения с вами и просто от суперматчей по доте. Вы, конечно же, могли пропитаться всей этой энергией, если бы хотя бы раз побывали у нас на лан-финалах. Если вы побывали, вы знаете, о чем я говорю. Ну и, наверное, каждый, кто у нас был в гостях, это точно не забудет. Он точно будет помнить, какая хорошая у нас домашняя атмосфера царит на лан-финалах Star-серии. Этот уют, собственно, ценим не только мы, но и ценят также игроки. Конечно, такая симпатия, собственно, и особая вот эта связь с болельщиками, фанами, хейтерами, куда же без них, возлагает на нас также особую ответственность. Принимая ее, хочется держать вас в курсе всего, что происходит здесь, что происходит внутри StarLadder. Один из самых критичных и важных моментов сейчас это, конечно же, компендиум прошедшего 10-го сезона, а также внутриигровые цели или достижения, которые были поставлены нами в этом самом билете. Сперва, конечно же, о Battle Booster. Летом, когда мы договаривались с компанией Valve по поводу нашего 10-го сезона и компендиума, мы, в принципе, пришли к соглашению о скретч-гоулах и, в принципе, презентовали для вас компендиум, презентовали для вас билет, но немножечко поспешили, поторопились, потому что конкретно в этот же момент старта сезона политика у компании Valve сменилась, и решили ребята полностью отказаться от идеи Battle Booster, поскольку они пагубно влияют на внутриигровую экономику и позволяют очень быстро раскачивать лоу-левел персонажей и так далее. Собственно, Valve отказались, мы, конечно же, никак не можем идти против политики компании Valve, мы вынуждены были согласиться. К сожалению, Battle Booster не будут добавлены обладателям компендиум 10-го сезона. Мы еще раз приносим наши искренние извинения. Из-за этого получилось так, что мы немножко недопоняли друг друга с Valve, и как раз таки слишком мы поторопились с презентацией нашего компендиума, слишком сильно старались порадовать вас, и, к сожалению, получилось так, что не смогли мы вам подарить вот этот вот Battle Booster. Как вы знаете, ни у кого теперь нет Battle Booster, винить за это никого мы, конечно, не будем. В любом случае будем надеяться, что в следующих сезонах мы вам постараемся компенсировать отсутствие вот этого Battle Booster какими-то очень-очень полезными штучками и плюшками. Ну что же, едем дальше. Одним из последних достижений и самым, наверное, важным для вас был внутриигровой курьер. Скажу честно, мы даже приблизительно не ожидали, что призовой фонд дойдет до отметки в $250 тысяч. Мы очень, конечно, этого хотели, но к такой поддержке от вас мы не были готовы. Поэтому, когда мы только достигли, мы поняли, что нам надо начинать работу над курьером, что, конечно же, было ошибкой. Но, как вы знаете, в прошлом сезоне также мы провели эксперимент, при котором вы в компендиуме голосовали за героя, сет на которого будет сделан уже в 11-м сезоне. И, собственно, голосование за этого героя закончилось практически в то же время, когда призовой фонд достиг отметки в $250 тысяч. И, собственно, наш воркшопер Влад The Implier начал работу над сетом на Луну, который вы уже увидели, который мы презентовали вместе с 11-м сезоном. И, к сожалению, у нас не хватило времени, чтобы вовремя, за 45 дней, как это просит компания Valve, залить в воркшоп и презентовать, собственно, курьера. Поэтому у нас получилась маленькая задержка. Обычно вы сами знаете, что такие вещи, как выполнение материальных скретч-голов, даже у самой компании Valve занимает довольно много времени. Мы все помним, что до сих пор не все с компендиума International мы получили. Я еще раз прошу вас прощения за ситуацию с курьером. Курьер сейчас находится в работе, и абсолютно все, кто купил билеты на 10-й сезон, абсолютно бесплатно получат этого самого курьера. Как только он будет готов, в воркшопе будет опубликована ссылка, она, конечно же, будет опубликована у нас на сайте, в наших соцсетях на этого курьера. Еще до попадания его в игру вы сможете его оценить, и если он вам понравится, он обязательно попадет в ваш инвентарь. Если же курьер, не дай бог, конечно же, вам не понравится, ничего страшного. Следующий курьер вам точно понравится. В любом случае, без вас мы ничего не сделаем. И как только будет готов курьер, он будет готов к вашему оцениванию. И как только он вам понравится, как только курьер будет действительно крутым, он сразу же абсолютно бесплатно попадет в ваши инвентари. Теперь о нынешнем сезоне. Перерыв между 10 и 11 сезоном был адски малым. По сути, его не было вовсе. И, собственно, масштабно подготовиться к 11 сезону было крайне тяжело. Мы фактически оказались заложниками сами у своего же расписания. Ведь если бы StarLadder начался немного позже, то в этом 2014 году мы бы увидели
всего 2 вместо привычных 4 сезонов StarLadder. Один сезон, вы знаете, мы пропустили из International. Я думаю, это действительно уважительная причина, чтобы пропустить сезон. Но был ли смысл пропускать еще один сезон? Собственно, это один из тех вопросов, один из тех ключевых вопросов, которые мы хотели бы задать вам и ответ на который мы хотели бы услышать именно от вас. Что вы хотите улучшить в StarLadder? Что нового вы хотите видеть в наших эфирах и трансляциях? Что вы хотели бы видеть в наших следующих компендиумах? На каких героев вы бы хотели видеть вместе с билетами на следующий сезон из StarLadder? Ну и, конечно, сколько сезонов StarLadder вы хотите наблюдать на стримах StarLadder TV? Опять-таки, с периодичностью в 1-2 недели я буду делиться с вами новостями о нашей внутренней кухне, буду высказывать свое мнение о событиях в Dota мире, ну и, конечно же, отвечать на ваши вопросы и обсуждать наши совместные идеи. Оставляйте ваши комментарии на сайте live.starladder.tv под этим видео, и в следующем выпуске я обязательно отвечу на самые интересные и самые волнующие вопросы.